One Audio Super EQ. Эти беспроводные наушники оснащены Bluetooth версии 5.4, игровым режимом с низкой задержкой звука, чистыми высокими частотами и богатыми басами в различных жанрах, отличным режимом шумоподавления, также на борту режим прозрачности, до 6 часов автономной работы наушников и до 30 часов работы в паре с зарядным боксом. 4 микрофона с алгоритмом AI для улучшения голоса и подавлением фонового шума, плюс водонепроницаемость класса IPX5. И как вы уже поняли, обо всем этом я прочел в рекламе. К наушникам One Audio Super EQ. Но как все обстоит на самом деле с этими наушниками, я сейчас вам, разумеется, расскажу. Распаковка. Поставляется эта модель в небольшой белой коробке из плотного картона с изображением, названием и краткими характеристиками модели. Упаковка, учитывая стоимость, хорошая, и в комплекте мы имеем бокс, наушники, амбушюры разных размеров, краткое руководство и кабель USB-C для зарядки. Вес одного наушника 4 грамма, вес бокса 29 граммов. Что бокс, что наушники довольно компактные. Конечно, не настолько, как наушники для сна, но все же. Звуковод овальной формы с металлической сеточкой и выступом для удержания амбушюр. Далее, 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band'ов 8 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Не забудьте подписаться на канал с колоколом. Всем заранее огромное спасибо за просмотр. Перейдем же к обзору. В продаже имеется только две стандартные расцветки. Это черная и белая. В целом, внешне, что бокс, что наушники, выглядят очень даже привлекательно. Опять же, учитывая стоимость. Бокс выполнен из тактильно приятного пластика с глянцевым покрытием, материалы ощущаются довольно прочными и не дешевыми. Из рук бокс не выскальзывает и в кармане он не мешается. Внешний вид бокса, лично как по мне, слегка портит надпись Super EQ с фронтальной части. А вот что плюс, так это за отлично оформленный шарнир для открытия крышки. Ко всему, система не имеет люфт. Удобно, что бокс хоть и выполнен с закругленными краями, но с нижней и верхней части грани у него прямые. На корпусе также расположили LED-индикатор и разъем Type-C. Открыть одной рукой бокс можно, крышка в открытом состоянии фиксируется, и во время изъятия наушников из бокса она не мешается. Но сами наушники достаются не очень удобно. Далее, внутри есть два вертикальных места под наушники с двумя контактами для зарядки в каждом. Наушники в боксе не гуляют, вытряхнуть наушники с закрытой крышкой бокса у меня не вышло. Еще одна особенность бокса — это подсветка в местах под наушники. Но это не отдельная LED-подсветка во внутренней части бокса, а просто через пластик просвечивается свет от внешнего LED-индикатора состояния бокса. Может, это из-за материалов, может, так задумано, не могу сказать точно. Во всяком случае, в темное время очень даже удобно. Переходим к наушникам. Наушники выполнены из глянцевого пластика, дизайн интересный и необычный из-за вставок в виде колец в верхней части ножек. Но все равно выглядят они аккуратно. К слову, также там находятся микрофоны. Ножки средней длины, посадка комфортная, пассивная шумоизоляция средняя, во время пробежки из ушей наушники не выпадают. Сидят наушники плотно, но после 3 часов прослушивания музыки ощущается легкий дискомфорт. Далее, на корпусе расположили по 2 контакта для зарядки, 4 микрофона с шумоподавлением ENC, маркировка Left-Right и сенсорные области для управления. Из команд на борту плей-пауза, переключение треков, ответ-сброс вызова, регулировка громкости, вызов голосового ассистента, включение-выключение игрового режима и переключение между режимами шумоподавления. На команды наушники откликаются хорошо, но часто проскакивают ложные срабатывания. Команды же сопровождаются щелчками и озвучкой на английском языке женским голосом. К сожалению, отключить сигнальные звуки и озвучивание нет возможности. Далее, наушники оснащены 10-мм диафрагмой из алюминиевого сплава, активное шумоподавление до 25 дБ и режим прозрачности на борту. ANC слабоват, звук стука пальцев по клавиатуре все же заметен. Режим прозрачности отрабатывает неплохо, хоть и вести беседу, не снимая наушники, на улице возможно, но создается дополнительный шум в наушниках. ANC режим прозрачности могут работать с одним наушником, что является несомненным плюсом. Заряд наушников в шторке смартфона отображается, по одному наушники работают, но переподключение заметное. С вводными фразами на английском языке, плюс когда вставляешь наушник в ухо, постоянно зажимается сенсорная панель и воспроизведение останавливается. Наушники автоматически подключаются после открытия крышки бокса, но лично у меня они иногда отваливаются от смартфона, и если они подключились, но не идет воспроизведение музыки, то наушники отключаются автоматически через очень короткое время. Датчиков обнаружения, к сожалению, не завезли. Летим дальше. Емкость аккумулятора бокса 380 мАч, а одного наушника 40 мАч. Саморазряд у бокса я не наблюдал, полный цикл зарядки у бокса занимает 1 час 53 минут, а у наушников 1 час 35 минут. Отыграла данная пара на 60% громкости по кодеку AAC с выключенным шумоподавлением 4 часа 15 минут, а с боксом они могут прослужить около 20 часов в подобном сценарии использования. Далее, водонепроницаемость класса IPX5 только у наушников, я искупал их в воде около 30 секунд, по итогу они живы, но помните, что IPX5 защищает только от влаги, пота и мелкого дождика. Не советую погружать их в воду. Летим дальше. One Audio Super EQ S10 не подключаются к
какому-либо фирменному приложению. Bluetooth здесь версии 5.4. Из кодеков на борту указан только SBC, но по моим наблюдениям данная модель поддерживает также кодек AAC. Он отображается во вкладке Bluetooth, кстати. Забыли они в рекламе это указать, наверное. Через одну стену не отваливаются, помехи не возникают. Что не скажешь про стабильность связи через две стены. Задержка с включенным игровым режимом на YouTube минимальна, в целом, как и в играх. Примеры вы сейчас увидите на экране. Микрофоны отрабатывают неплохо, чуть лучше, чем я ожидал, но перегруз есть. Разумеется, как и искажение голоса. Пример вы сейчас услышите. Пример работы микрофонов беспроводных наушников One Audio Super EQ10 S10. И насколько они хороши, вы сейчас слышите. Но помним, что это раз бюджетная модель, два очень странно, но этот бренд еще существует. И еще жив. Помните, сколько лет они уже продают? Примерно так же, как вейвфаны всякие. Напоминаю, если вы хотите, чтобы вас хорошо слышали, все-таки используем микрофоны телефона. Звучание. Я прослушивал музыку не выше, чем на 60% громкости, запаса громкости достаточно, звучание неплохое, баса много, даже при прослушивании некоторых композиций ощущается заметный перебор с низкими. Вокал звучит приятно, но ему не хватает выразительности. Середина сглажена и неплохо проработана. Учитывая стоимость, в целом звучание хорошее, относительно мягкое, но звук иногда перегружен басом в определенных стилях музыки. Из минусов: нет приложения, слабая реализация шумоподавления, перегруженный местами бас, нет датчиков обнаружения. Не забудьте подписаться на телеграм-канал Скидок Взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании. В телеграм-канале Скидок все время очень много приятных предложений. Тем более на Алишке, мне кажется, из месяца 2 недели распродажи, а остальные 2 недели локальные распродажи у разных брендов, которые очень часто бывают еще более выгодные. Там Poco X6, помните, был по 19 тысяч, M6 Pro, тоже поковский, за 15. Много всего веселого бывает в middle sale. Цену можете посмотреть на наушники по ссылке в описании к видео. Резюмирую. Беспроводные наушники One Audio Super EQ S10. Неплохие ТВС-наушники с удобной посадкой в ушах, влагозащитой и игровым режимом. Мне данные наушники понравились, но хотелось бы иметь приложение, чтобы настраивать звук, сенсорное управление и не только. От меня девайсу однозначное да. Не забудьте подписаться. Да, разумеется, за внешний вид и цену. Добра и удачи вам, дорогие друзья.